Hi, I'm your host Renee, and welcome to this edition of Classical Commentary. Легендарный Большой балет, образованный в 1776 году, получил признание как один из ведущих классических балетов в мире. Он был образован на основе Большого театра в Москве, Россия. Его высокие стандарты обучения, русская постановка и восхитительная хореография воспитали одних из лучших балерин, таких как Галина Уланова, Татьяна Степанова и Мария Плисецкая. Изданию Classical Commentary удалось провести интервью с двумя из главных танцоров этого поколения Большого балета – Вячеславом Лопатиным и Анастасией Сташкевич, и узнать многое об их жизни. Сегодня наши гости – главные танцоры Большого балета Вячеслав Лопатин и Анастасия Сташкевич. Добро пожаловать в Торонто и в нашу программу Classical Commentary. Это ваш первый раз здесь или ваш второй раз? Это уже наш третий раз. Третий раз? Третий раз. Окей. И как вам Торонто? Очень хороший город, нам нравится. И нам нравится то, что мы все время приезжаем накануне праздника, накануне Рождества. И тут настроение у всех праздничное. Все идут в магазины, подарки друг другу делают, такие лица счастливые. Причем с каждым разом нам нравится все больше и больше. Да, влюбляемся в ваш город. Я бы хотела узнать, когда вы начали танцевать балет и сколько вы уже танцуете вместе? Мы уже 16-й сезон работаем в Большом театре. Да, но до этого мы еще 8 лет учились. 24 года профессионально мы уже занимаемся балетом. А вместе мы танцуем с училища. Училище, с третьего курса. Да. Вместе мы танцуем 17 лет. Да, очень давно. Вау. И ваше образование было в Академии хореографии? Хореографии. Московская государственная. Настя закончила Московскую академию хореографии, я закончил Воронежское хореографическое училище. Я стажировался 1 год, и как раз я попал на курс там, где училась Настя. Там мы начали вместе танцевать. И после окончания мы попали в Большой театр вместе. Как проходит обычный рабочий день в Большой театр? Ну, начинается все с утреннего класса. Артисты приходят на класс, греются, занимаются, и после этого начинаются уже репетиции. Репетиции, они идут по репертуару, который в данный момент идет в театре. И выписываются репетиции на репертуар, и артисты репетируют. Иногда их очень много, иногда целый день и вечером спектакль. Да. И мы возвращаемся домой только часов в 11. После 11. А иногда бывают такие более легкие периоды, когда репетируются, там идут постановочные репетиции. Мы как бы работаем только над одним спектаклем. Это тяжело. Это тяжело, это тяжело, честно. У вас есть хобби, когда вы не танцуете? Ну, это получается, что мы постоянно этим занимаемся. И свободного времени на какие-то дополнительные занятия нет. Вот. Ну, у нас есть собака. Мы любим драматический театр, но не всегда можем себе позволить попасть туда. Спектакль начинается в одно и то же время, вечером. Или если это утренний спектакль, то тоже утром. Поэтому попасть непросто. В европейских странах и в Северной Америке здесь мы знаем, что когда мы слышим Большой театр, Большой балет, что это одним из самых известных театров в мире. Как, по-вашему, Большой театр отличается в других балетных местах? Репертуаром отличается. Есть несколько спектаклей, которые идут только в Большом театре, которые являются его как бы визитной карточкой. Ну, понимаете, вот сказать, чем отличается. Во многих спектаклях есть свой репертуар, да. И все театры, они отличаются друг от друга репертуаром. Я считаю, чем отличается Большой театр от других театров. Потому что для меня это
это самый лучший театр на Земле. Это не только просто потому, что я вот хочу вот любить свой театр, в котором я вырос как артист, вот, мне хочется говорить о том, что он самый лучший. Нет, я считаю, что объем того репертуара, который сейчас идет в Большом театре, он очень большой, очень огромный. Спектакли, новые постановки, которые позволяет себе только Большой театр, вот именно чтобы задействовать такой объем артистов, приглашенных артистов. Есть такие спектакли, как «Нуриев», в котором занято помимо оркестра, миманса, артистов балета, артистов хора, есть приглашенные актеры, есть приглашенные танцоры. И это очень, мне кажется, сложно такие спектакли создавать. Вот у Большого театра есть такая возможность. Очень большая труппа Большого театра. Очень много артистов работает в театре. Театр с огромной историей, который передается из поколения в поколение. Наши педагоги еще танцевали на этой сцене, их педагоги танцевали, и как бы... Такая некоторая преемственность идет. Большие традиции. Да. У вас были многие роли на протяжении вашей карьеры. Как ваша любимая? Ну, на самом деле, любимые роли меняются. Как бы мы взрослеем, и как бы приоритеты сменяются. Ну, на данный момент, наверное, у меня самая любимая это Джульетта. Ого, Да, интересно. наверное. Ну, полностью согласен с своей женой. У меня, наверное, сейчас это Ромео. Это Ромео. Ромео, окей. Мы Ромео и танцуем- Джульетта. мы танцуем Да, вместе, это, да. это просто как бы одна из таких последних наших работ, таких вот больших работ, в которые мы углублялись. Это был именно тот период, когда мы как бы у нас не было спектаклей, мы работали именно над этим спектаклем, поэтому он очень глубоко в нас вошел. И да, сейчас очень. Я считаю, что всегда ты готовишь роль, ты полностью погружаешься и влюбляешься в эту работу. И получается, что каждая твоя роль твоя любимая. На определенный отрезок как бы жизни этой роли. Интересно. Вы были приглашены здесь, в Торонто, чтобы выступать «Щелкунчик», балет, и это под музыку Чайковского. Вообще, когда вы танцевали Чайковского, или Прокофьев, или Шостакович, или другие, как влияние эта музыка оказывает, когда вы танцуете? Если бы не было музыки Чайковского, мне кажется, не было бы спектакля «Щелкунчик». Как бы музыка — это то самое, от чего, наверное, отталкивались хореографы. Очень много же редакций «Щелкунчика», да, и большинство опираются на музыку Петра Ильича Чайковского. Это именно то полотно, на котором произведение выросло. Я имею в виду балетный спектакль. Поэтому это первоначальная музыка. Мы танцуем эту музыку, да, если мы слушаем спектакль, если мы слушаем симфоническое произведение «Щелкунчик», то для нас все абсолютно понятно. Мы понимаем, когда появляется принц, мы понимаем, когда появляются мышки. То есть получается, что спектакль, музыка спектакля, она расписана очень режиссерски. И то есть все понятно и так. Поэтому это, естественно, музыка дает нам понимание того, что мы делаем на сцене. Любовь, расставание, все это в музыке. Ну да, она оказывается колоссальная. Как бы. Мы танцуем «Щелкунчик» уже очень давно, на протяжении, наверное, 15 лет, как пришли в театр. И каждый раз, каждый год, когда вот звучит вот это вот адажио, знаменитое в ПДД, аккомпанемент оркестра Большого театра, но каждый раз наворачиваются слезы на сцене. Вот она оказывает такое влияние, действительно, вот эта музыка, что она трогает каждый раз. Я тоже. Она как бы заставляет нас танцевать.
Ну, как бы Дягилев — это очень неординарная личность, очень интересный человек. Это человек, который очень любил балет. И с ним связана целая история русского балета. Это русские сезоны. Все об этом знают. И, конечно, благодаря нему мир узнал таких замечательных танцовщиков, таких замечательных хореографов, музыкантов, художников, оперных певцов. То есть он очень много чего вывез из России, показал, но и он не остановился на этом, да, он любил работать и с Пикассо он работал, да, и с скульптором. Многие известный композитор. Ну да. То есть Это большой был рывок. да, это большой вклад он сделал вообще в развитие танца, в развитие балета того времени. Тогда бы не было спектакля. Да, я говорю, это все составляющие одного спектакля. Хореограф, хореография, точнее, музыка, Художественное оформление. Все вместе, тогда получается спектакль. Если как бы одно звено пропадает, уже Это получается балет, это симбиоз. целостный спектакль. Ну, а тем более, если музыки нет, то есть как бы У нас танец, в принципе, он зародился идет от музыки. под музыку. Он зависит Играла от музыка, музыки, играл да. какой-то ритм, и люди там начинали танцевать. Да. Танец появился как это чистые эмоции, которые, да, возникают при том, что мы слышим музыку. Вот. А балет — это симбиоз нескольких видов искусств. Это как балет, танец, это музыка и, естественно, художественное оформление. Все связано. Картинка визуальная. И Всё хореограф, как вместе. правило, отталкивается от музыки. То есть Конечно, музыка от музыки. это очередное. Движение, оно идет потом. Нас как бы со школы учили танцевать не под музыку, а музыку. музыку. Музыка, Музыка — это главное. это главное. Это главное, да. К сожалению, наше время истекли, но спасибо большое за ваше участие и хорошего вам выступления. Спасибо большое. Вы придете завтра на спектакль? Да, буду. Приходите. Я с удовольствием. Спасибо. Спасибо. We hope you enjoyed this edition of Classical Commentary. Thanks for joining us, and remember, great music makes a great day. We'll see you next time.